сказать, что дорога имеет какие-то ямки здесь. Это далеко вообще глубокая задница в Швеции, так скажем. Вот. Но не торчат никакие камни, которые ты можешь зацепить подвеской. Пока не торчат, не знаю, как будет дальше. Мы все глубже и глубже в лес забираемся. Так выглядит старая такая шведская режгуба. Вот. Если не говорить, что это Швеция, можно подумать, что это Россия. Да нет, не скажи. У нас, как сказать, не такие яркие домики. Желтые там такие, здесь они вот какие-то там, ну, у нас в основном, кстати, голубые какие-то цвета у домов, а здесь желтые, коричневые, с белой окантовочкой везде. Ехали мы перекантоваться в место недалеко от Стокгольма, потому что в Стокгольме жилье только со 2 числа. Сняли вот такой вот домик, это вышло нам 5000 рублей со всеми Airbnb-шными сборами, там, уборкой и всем остальным. Артем у нас там будет спать сегодня наверху. Во дворе у нас озеро. И ребята, Карл и Бриджит, вот, они очень здорово организовали приезд сюда. В том плане, что вот ты приезжаешь, у тебя есть тут и Wi-Fi, и пароли, все написано. Вот здесь switch for lamp. И идешь, включаешь лампочку. А я вот, например, не догадался. Так что там стоит лампа, и она управляется этим. И это вообще дистанционный пульт такой. Кстати, икеевская штучка. Анслута называется. Ну, это Швеция, неудивительно, поэтому здесь все икеевское. Что у нас тут есть еще? Switch for fan and for lamp. Pull out the coal when cooking. Выдвиньте, когда готовите. И там будет включатель для света и для вытяжки. Интересно. Да, прикольно. Сделано. Карта. Давай, залезай. Здесь спаленка. Пап, залезь. Здесь туалет, ванна. Кухонка, хотел сказать. Бойлер стоит, чтобы вода горячая была. Пап. Стиральная машина, унитаз, душ, какой-то умный вентилятор. Я уже обращаю внимание в который раз, что он тут на влажность. Вот в предыдущем доме у Джонатана включалось тоже автоматически это все хозяйство. Да, я сейчас покажу. Да, ты залезай. Я ж как буду тебя ждать потом. И здесь вот такой великолепный вид на озеро, где, по словам всех, купаться можно. Там какие-то байдарки. Здесь такой, так и не смог разобраться, как открывать. Вот так открывать. Вот такой выход великолепный. Вот. Это пластиковый, то есть стеклопакет или металлопласт. Можно выходить сюда прямо во двор. И там есть зона барбекю. Такая она еще не оформленная, но в процессе, я так понимаю. В общем, классно. Такая лесенка наверх. Оп. И здесь Это моя кровать. А здесь у нас тусит Артем. Здесь интересный ландшафт на территории, потому что хозяйский дом стоит еще выше. И кажется, что ты как будто бы в подвале, а на самом деле здесь большая высота. Вот в этот ракурс кажется, что ты в подвале спишь. А этот ракурс видно, что ты на горе. Поэтому вот за счет ландшафта здесь так интересно сделано. У хозяев в доме висят часы, как наша мама в офис себе хотела на стене. Огромные, большие такие часы, как в метро. Вот, так что... Я понимаю, такие универсальные розеточки, посмотри, как здорово они. Не надо люстру вешать и прикручивать туда, намертво, как это делают у нас везде. Хочешь сюда перевесь, заранее запланировал, такие розетки стоят. И это какая-то специализированная. И вот здесь такая же розетка, я обратил внимание. То есть сюда тоже можно какой-то светильник подключать. Это здорово. Пожарная сигнализация. Do not paint, не окрашивать.
Щитовая здесь сделана таким макаром. Видимо, такие правила, потому что в каждом домике есть вот такая вот вещь с описанием, где какой автомат включается. То есть, даже если это твоя собственная частная там дача, у тебя все равно стоит вот такая штука. Здесь стоит оборудование 2 точки Хагер. Я не знаю, что это. Это, наверное, шведский производитель. Вот. Это вот аналог TR6. Я так понимаю, канал 2, канал 1. Автоматически, наверное, тут включается. Я не знаю, вентиляционные установки я не вижу отдельно, но есть вот такие воздуховоды какие-то или вентиляторы, встроенные в стену, и у них здесь движение воздуха ощущается. Кухня сделана преимущественно икеевская, и это здорово, потому что это просто, дешево. Ну как дешево, недорого. Да, сердито, компактно, все продумано до мелочей, выдающимися дизайнерами, да, шведскими. Так что вытяжка встроена. Комфортно. Маман. Фундамент интересно сделан. Развязки, чтобы не гнило. То есть брус не стоит на земле. Там какие-то пеньки сделаны. Труба выглядит как бумажная. Наверное, туда загнан бетон внутрь. И там бруски, конечно, стоят на свежей постройке. Свежей постройки эта штука. Здесь такие как сваи. Да? Да. Понтон, чтобы на лодках причаливать можно было. Видишь, вот есть каяк, вот там лодка, вот там лодка еще одна. Это катамаран. Эти понтоны со стороны выглядят. Че, как живет загнивающая Европа? Ну что, да не горох это же декоративно. Репортаж вести. Футболку только держи, чтобы не улетела. Короче, мы тут все прилегли вдруг на воде позагорать. Здесь вот так выглядит деревенская школа. Стоят ветрячки. Сегодня ветер есть, некоторые работают, а некоторые нет. Детские площадки загнивающей Европы. Ему интересно, как ты тут справишься с заданием. Вот на дереве перед нами сидит. А дальше-то что мне делать? Дальше что делать? А дальше лезть как-то. Через верх, наверное, я бы, наверное, полез. Такие люди живут прямо над этим магазином. Да, да. Вот так туда перелез бы и вот так чик-чик вниз спустился. Не вариант? А если руками переползти? Ну, туда вот руками встать. Всегда 3 точки касания держи, и будет нормально. Если какую-то переносишь конечность, то только пока ей не возьмешься, остальные не отпускать. И будет счастье. На Новом бульваре. Рядом с фонтанами. Вот тут такие стульчики стоят.
Давай пакет, Ань. Мам, мне в этом неудобно. Ой, прикольно. Фонтан, кстати, прикольно сделан, да, никаких решеток лишних, ничего, просто такая это сливалка, разуклонка сделана. Артем. Эй, Ты видел? дай. Привет. Привет. Идем домой по шведскому лесу. Никакой баночки, скляночки, битых бутылок, Там есть. стекла. Ну, очень мало. Прям крайне мало мусора. Практически нету, можно сказать. Ну, согласен. Практически джунгли. Практически джунгли, да? Да, да. Маму к плите поставили. Опять мама кушать готовит. Русская тушенка в Швеции. Самый вариант, как говорит Тёма, бюджетных туристов. Экономия. Ты что там, куда хочешь? Чё? Я зашла на его половину комнаты. Своими грязными вонючими пальцами. Чё? Ты базар-то фильтруй, Артём. Позорник. Hello. Подъем, рота! Рота, подъем. Ляг спать. Получил? Смотри. Ложись давай спать. Артём, ну хватит грохотать. Между прочим, люди спят. Да. Не видишь, что ли?